Дуальное зеркало. Реальность проявляет себя в двух формах: физической, которую можно потрогать руками, и метафизической, лежащей за пределами восприятия. Обе формы существуют одновременно, взаимно проникая и дополняя друг друга. Дуализм выступает как неотъемлемое свойство нашего мира. Многие вещи имеют свою противоположную сторону. Представьте себя стоящим перед зеркалом. Вы сами выступаете в качестве реально существующего физического объекта, а ваше отражение, не имея материальной субстанции, является мнимым, метафизическим, но в то же время оно также реально, как и сам образ. Весь мир можно представить в виде гигантского дуального зеркала, по одну сторону которого лежит физическая Вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство вариантов. В отличие от ситуации с обычным зеркалом, материальный мир выступает в качестве отражения, образом которого служат намерения и мысли Бога, а также всех живых существ его воплощений. Пространство вариантов является своего рода матрицей, шаблоном, по которому происходит кройка, шитье, а также демонстрация мод движения всей материи. Там хранится информация о том, что и как должно происходить в материальном мире. Число различных потенциальных возможностей бесконечно. Вариант представляет собой сектор пространства, где содержатся сценарии и декорации, то есть траектория и форма движения материи. Другими словами, сектор определяет, что в каждом отдельном случае должно происходить и как выглядеть. Таким образом, зеркало делит мир на две половины: действительную и мнимую. Все, что обрело материальную форму, находится на реальной половине и развивается в соответствии с законами естествознания. Наука, а также обыденное мировоззрение имеют дело лишь с тем, что происходит в действительности. Под действительностью принято понимать все, что поддается наблюдению и прямому воздействию. Если отбросить метафизическую сторону реальности и принимать во внимание только материальный мир, тогда деятельность всех живых существ, включая человека, будет сводиться к примитивному движению в рамках внутреннего намерения. С помощью внутреннего намерения, как известно, цель достигается путем прямого воздействия на окружающий мир. Чтобы добиться чего-то, необходимо предпринять определенные шаги, потолкаться, подвигать локтями, в общем, проделать конкретную работу. Материальная действительность реально ощутима, она мгновенно реагирует на прямое воздействие, и это создает иллюзию, что только так можно достичь каких-либо результатов. Однако в рамках материального мира круг реально достижимых целей сильно сужается. Здесь приходится рассчитывать только на то, что имеется в наличии. Все упирается в средства, которых обычно не хватает, и возможности, которые весьма ограничены. В этом мире абсолютно все проникнуто духом соперничества. Слишком многие хотят достичь одного и того же. А в пределах внутреннего намерения этого на всех, конечно, не хватит. Да и откуда возьмутся условия и обстоятельства, необходимые для достижения цели? Вот оттуда и возьмутся из пространства вариантов. По ту сторону зеркала всего в избытке, причем безо всякой конкуренции. Товара в наличии нет, но вся прелесть в том, что можно выбрать любой, словно из каталога, и сделать заказ. Рано или поздно заказ будет исполнен, и платить за него не придется, нужно лишь выполнить определенные, не очень обременительные условия, вот и все. Но не сказка ли? Отнюдь. Это более чем реально. Энергия мыслей не исчезает бесследно, она способна материализовать сектор пространства вариантов, по своим параметрам соответствующий мысленному излучению. Это только кажется, будто все, что имеет место в нашем мире, является результатом взаимодействия материальных объектов. Не менее важную роль здесь играют процессы, которые происходят на тонком плане, когда виртуально существующие варианты воплощаются в действительность. Причинно-следственные связи тонких процессов далеко не всегда заметны, и тем не менее они формируют добрую половину всей реальности. Материализация секторов пространства вариантов, как правило, совершается независимо от воли, поскольку человек не использует энергию мыслей целенаправленно, а менее развитые существа и подавно. Как было показано в первой книге трансерфинга, влияние мысленных образов на действительность проявляется,
главным образом в форме реализации худших ожиданий. Человек, будучи приземленным в реалии жизни, бредет среди пустых магазинных полок, порываясь протянуть руку к товару, на котором уже висит табличка «Продано». В наличии лишь продукция невысокого качества, но и за нее требуется заплатить приличные деньги. И вместо того, чтобы просто взглянуть в каталог и сделать заказ, человек начинает беспорядочно метаться в поисках, простаивать в длинных очередях, изо всех сил стараться протиснуться через толпу, а также вступать в конфликты с продавцами и покупателями. В результате желаемое в руки так и не дается, а проблем становится все больше. Между тем, такая безрадостная реальность зарождается прежде всего в сознании человека, откуда, постепенно материализуясь, переходит в действительность. Каждое живое существо своими непосредственными действиями, с одной стороны, и мыслями с другой создает слой своего мира. Все эти слои накладываются друг на друга, и таким образом каждое существо вносит свою лепту в формирование реальности. Слой мира характеризуется определенным набором условий и обстоятельств, из которых складывается образ жизни отдельного существа, в дальнейшем будет идти речь только о человеке. Условия существования могут быть разные, благоприятные и не очень, комфортные и жесткие, доброжелательные и агрессивные. Конечно, немаловажное значение имеет среда, в которой человек появляется на свет. Но в дальнейшем жизнь развивается по большей части в зависимости от того, как человек относится к себе и окружающей действительности. Его мироощущение во многом определяет последующие изменения в укладе жизни. В реальность воплощается тот сектор пространства вариантов, сценарии и декорации которого соответствуют направлению и характеру мыслей человека. Таким образом, в формировании отдельного слоя принимают участие два фактора: с одной стороны зеркало внутреннее намерение, а с другой внешнее. Прямыми действиями человек оказывает влияние на объекты материального мира, а своими мыслями он воплощает в действительность то, чего там пока еще нет. Если человек убежден, что в этом мире все самое лучшее уже распродано, тогда для него в самом деле остаются одни пустые полки. Если он думает, что за хорошим товаром необходимо выстоять огромную очередь и дорого заплатить, так оно и происходит. Если ожидания пессимистичны и наполнены сомнениями, они непременно оправдываются. И если человек ждет встречи с недружелюбным окружением, его предчувствия сбываются. Однако стоит человеку проникнуться невинной мыслью, что мир для него приберег все самое лучшее, как и это тоже почему-то срабатывает. Чудак, не ведающий о том, что все дается очень непросто, однажды непостижимым образом оказывается у прилавка, к которому только что подвезли товар, как будто специально для него. И оказывается, первый покупатель все получает бесплатно. А позже уже выстраивается длинная очередь из тех, кто убежден, реалии жизни гораздо мрачней, а дуракам им просто везет. Жизнь — это игра, в которой мир постоянно задает своим обитателям одну и ту же загадку: «А ну, угадайте, какой я?» И каждый отвечает в соответствии со своими представлениями. Ты агрессивный или ты уютный? Или ты веселый, мрачный, дружелюбный, враждебный, счастливый, злосчастный? Но вот что интересно, в этой викторине выигрывают все. Мир соглашается и перед каждым предстает в том обличии, какое было заказано. И если удачливый чудак, когда-нибудь столкнувшись с реалиями жизни, переменит свое отношение к миру, реальность изменится соответственно, зашвырнув прозревшего в самый конец очереди. Вот так человек образом своих мыслей формирует слой своего мира. Объяснение данного процесса укладывается в несколько принципов. Сформулируем первый зеркальный принцип. Мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему. Мир буквально соглашается с тем, что вы о нем думаете. Но почему, как правило, оправдываются худшие ожидания, а надежды и мечты не сбываются? На то имеются свои причины. Второй зеркальный принцип. Отражение формируется в единстве души и разума. Если рассудок не вступает в противоречие с велениями сердца, и наоборот, то возникает непостижимая сила внешнее намерение, которое материализует сектор пространства вариантов, соответствующий образу мыслей.
В единстве души и разума этот образ приобретает четкие контуры, а потому незамедлительно воплощается в действительность. Однако в жизни чаще всего бывает так, что душа стремится, а разум сомневается и не пускает, или наоборот, рассудок приводит убедительные доводы, а сердце остается равнодушным. Когда единство нарушено, образ получается размытым, он словно раздваивается, душа желает одно, а разум твердит другое. И лишь в одном они сходятся безусловно в неприязни и опасениях. Уж если человек ненавидит, то от всей души, а боится, так всем своим естеством. В единстве неприятия рождается четкий образ того, чего стремишься избежать. Душа и разум, как два проявления реальности, материальной и метафизической, сходятся в одной точке, и мыслеформа воплощается в действительность. В результате чего не приемлешь, то и получаешь. Желания, в отличие от опасений, сбываются не так легко, потому что единство в этом случае достигается редко. Душа противится разуму, поскольку тот, подавшись влиянию маятников, устремляется к Такая техника работает исключительно при условии выполнения второго зеркального принципа. Однако единство души и разума может быть достигнуто лишь в редких случаях, потому что от предательских сомнений избавиться практически невозможно. Что же делать? На то имеется третий зеркальный принцип – дуальное зеркало реагирует с задержкой. Если второй принцип выполнить не удается, крепость необходимо брать длительной осадой. Представьте себе такую необычную ситуацию. Вы становитесь перед зеркалом, а там ничего не видно, пустота. И лишь спустя некоторое время начинает постепенно проявляться изображение, словно на фотографии. В определенный момент вы начинаете улыбаться, но в отражении видите все то же серьезное выражение. Вот вы подняли руки, а в зеркале все по-прежнему. Вы сразу же опустили руки, и в зеркале тоже ничего не изменилось. Для того, чтобы увидеть себя с поднятыми руками, вам придется определенное время поддержать их вверху. Точно так же работает дуальное зеркало. Только время задержки там несравненно больше, а потому изменения не поддаются восприятию. Материальная реализация инертна, как смола. Тем не менее мысленный образ, или как это называется в трансерфинге, слайд вполне может быть материализован. И требуется для этого всего лишь одно элементарное условие. Слайд необходимо крутить в мыслях систематически, достаточно продолжительное время. Как видите, секрет простой, но это действительно все, что необходимо. Даже не верится, что все настолько тривиально. Заурядный, рутинный труд и никакого волшебства. Зато это действительно работает. Просто у людей, как правило, не хватает терпения. Они с воодушевлением загораются какой-нибудь идеей, но затем быстро остывают и откладывают задуманное в дальний ящик. Так вот, для материализации мыслеформы необходимо выполнить конкретную работу со слайдом. В противном случае рассчитывать на чудо не стоит. Сколько именно времени потребуется для реализации слайда, зависит от сложности поставленной цели. До тех пор, пока разум сомневается в реальности осуществления задуманного, образ размыт. Но рано или поздно в зеркале начнет появляться хоть какое-то изображение. Вы это сами увидите, когда внешнее намерение откроет необходимые двери возможности для достижения цели. Вот тогда разум убедится, что техника приносит плоды и цель оказывается реально осуществима. Постепенно душа и разум придут к единству, а мысленное излучение сфокусируется, создав четкий образ. В результате будет сформировано отражение, и случится то, что принято называть чудом. Мечта, казавшаяся несбыточной, превратится в реальность.